Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Сегодня у нас одна очень интересная тема – совместимость знака зодиака Овен с другими астрологическими знаками. Овен – это знак, который всегда идет вперед, не обращая внимания на препятствия. Люди, рожденные под этим знаком, обладают энергией, которой можно только восхищаться. Но что если вам скажут, что вы сможете использовать эту силу еще эффективнее, зная, с какими знаками зодиака вам суждено строить крепкие отношения? В этом ролике на канале Астрология Мудрости мы раскроем тайны астрологии, нумерологии и кармических законов, чтобы показать, какие знаки зодиака наиболее совместимы с Овном и почему. Оставайтесь с нами до конца. Вас ждет удивительное путешествие в мир совместимости и гармонии, которое поможет вам найти ключ к личному счастью. Овен всегда был символом силы, смелости и бесконечного движения вперед. Но когда дело касается отношений, даже Овен может столкнуться с трудностями. Как достичь гармонии с другим человеком, если вы сами воплощение огня? Взаимодействие с другими знаками зодиака может как помочь раскрыть ваш потенциал, так и стать источником конфликтов. Важно знать, с кем вы будете в полной гармонии, а с кем придется работать над собой. Давайте начнем с тех, кто идеально подходит Овну. Первая пара – Овен и Лев. Совместимость 95%. Когда два огненных знака встречаются, это создает невероятную энергию. Лев, управляемый Солнцем, восхищается силой и целеустремленностью Овна. В свою очередь, Овен чувствует поддержку и вдохновение от уверенности Льва. Эти два знака живут на высокой волне, подпитывая друг друга энергией и оптимизмом. В нумерологии комбинация единица, Овен и пятерка Лев, символизирует мощное партнерство, где оба чувствуют себя важными и значимыми. Кармически этот союз приносит пользу обоим. Овен учится уверенному лидерству, а Лев – решимости и смелости. Вторая пара – Овен и Стрелец, совместимость 90%. Стрелец, как и Овен, не боится приключений. Эти отношения полны радости и совместных достижений. Стрелец, под управлением Юпитера, приносит в жизнь мудрость и стремление к духовным поискам. Овен, со своей стороны, добавляет в отношения энергию и стремление к действию. Нумерологически, единица, Овен и тройка Стрелец создают союз, основанный на вдохновении и мотивации. Кармически их встреча символизирует поиск смысла и новые горизонты, что делает их отношения не только эмоционально насыщенными, но и интеллектуально обогащающими. Третья пара – Овен и Водолей, совместимость 85%. Водолей приносит в жизнь Овна элемент неожиданности. Уран, управляющий Водолеем, привносит в отношения уникальные идеи и оригинальность. Овен же, управляемый Марсом, помогает Водолею воплощать мечты в реальность. Эти отношения полны сюрпризов и взаимной поддержки. В нумерологии их комбинация единица, Овен и четверка Водолей, символизирует баланс между фантазией и реализацией, что делает их отношения продуктивными и гармоничными. Кармически они помогают друг другу открывать новые пути и расширять границы возможного. Четвертая пара – Овен и Овен, совместимость 80%. Когда два Овна встречаются, это как столкновение двух метеоров. Их отношения полны страсти, но им нужно учиться контролировать свои эмоции, чтобы избежать конфликтов. В нумерологии комбинация единица и единица символизирует силу, но эта сила может как строить, так и разрушать. Овнам нужно научиться уступать друг другу, чтобы сохранить гармонию. Кармически эти отношения могут быть сложными, но если оба партнера научатся уважать друг друга, они смогут достичь невероятных высот. Пятая пара – Овен и Близнецы, совместимость 75%. Близнецы привносят в жизнь Овна легкость и игривость. Меркурий, управляющий Близнецами, наделяет их умом и быстрым мышлением, что помогает Овну лучше понимать окружающий мир. Овен, в свою очередь, добавляет в отношения решительности и инициативу. Нумерологически их союз, единица, Овен и пятерка Близнецы, создает энергичное и креативное партнерство, где оба вдохновляют друг друга на новые достижения. Кармически они учат друг друга балансировать между умом и действиями. Шестая пара – Овен и Весы, совместимость 70%.
Весы, управляемые Венерой, приносят в жизнь Овна гармонию и баланс. Однако, поскольку эти знаки являются противоположностями в зодиаке, их отношения могут стать сложными. Овен предпочитает активные действия, в то время как Весы ищут гармонию и компромиссы. Нумерологически их союз, единица, Овен и шестерка Весы, требуют от обоих партнеров терпения и готовности к сотрудничеству. Кармически эти отношения учат Овна гибкости и умению находить баланс между своими желаниями и потребностями партнера. Седьмая пара, Овен и Телец, совместимость 65%. Телец под управлением Венеры стремится к стабильности и безопасности, что может идти вразрез с активной природой Овна. Эти отношения требуют компромиссов, Овен должен научиться замедляться, а Телец – принимать перемены. Нумерологически их комбинация единица, Овен и двойка Телец, говорит о необходимости баланса и уважения к различным подходам к жизни. Кармически этот союз помогает обоим знакам развивать терпение и понимание. Восьмая пара, Овен и Рыбы, совместимость 60%. Рыбы, управляемые Нептуном, приносят в жизнь Овна глубину и интуицию, что может показаться Овну сложным для понимания. Эти отношения требуют от Овна больше эмпатии и терпения. Нумерологически их комбинация единица, Овен и семерка Рыбы, символизирует духовный союз, где каждый из партнеров может учить друг друга новым аспектам жизни. Кармически эти отношения могут помочь Овну лучше понять свои эмоции и научиться быть более внимательным к чувствам других. Девятая пара, Овен и Дева, совместимость 55%. Дева, под управлением Меркурия, помогает Овну навести порядок в его жизни, но Овен может чувствовать, что Дева слишком скрупулезна. Эти отношения требуют взаимного уважения и принятия различий. Нумерологически единица, Овен и пятерка Дева создают динамичный союз, где каждый из партнеров может научиться чему-то новому. Кармически они помогают друг другу развивать терпение и внимание к деталям, что может укрепить их связь. Десятая пара, Овен и Рак, совместимость 50%. Рак, управляемый Луной, привносит в жизнь Овна эмоциональность и заботу. Однако различие в темпераментах может стать причиной конфликтов. Овну важно научиться быть более мягким и понимать чувствительную натуру Рака. Нумерологически их комбинация единица, Овен и двойка Рак, говорит о необходимости терпения и взаимного понимания. Кармически этот союз может помочь Овну открыть свою эмоциональную сторону и научиться заботиться о других. Одиннадцатая пара, Овен и Скорпион, совместимость 45%. Эти отношения полны страсти и интенсивности. Но Овен и Скорпион часто конкурируют за власть. Плутон, управляющий Скорпионом, приносит в отношения глубокие трансформации, а Марс, управляющий Овном, добавляет силу и энергию. Нумерологически их союз, единица, Овен и восьмерка Скорпион требует умения управлять своими эмоциями и находить баланс между силой и спокойствием. Кармически эти отношения могут быть сложными, но они учат Овна стойкости и умению преодолевать трудности. Двенадцатая пара, Овен и Козерог, совместимость 40%. Козерог, под управлением Сатурна, стремится к структуре и порядку, что может быть непросто для энергичного Овна. Эти отношения требуют от обоих партнеров терпения и готовности работать над собой. Нумерологически их союз, единица, Овен и четверка Козерог, символизирует необходимость структурированного подхода к жизни, что может стать вызовом для Овна. Кармически этот союз учит Овна дисциплине и ответственности, что помогает ему расти как личности. Овен – это знак, который не боится вызовов и всегда идет вперед. Однако для гармоничных отношений ему необходимо учиться принимать и понимать других. Важно помнить, что каждый знак зодиака может привнести что-то ценное в жизнь Овна, и умение находить баланс с различными характерами – это ключ к успеху в любых отношениях. Овну важно находить баланс. Ваш характер заряжен энергией и амбициями, но именно баланс между огненной страстью и умением взаимодействовать с окружающими – ключ к гармонии. В отношениях это проявляется особенно сильно. Вам нужно научиться слышать и учитывать чувства других, сохраняя при этом свою уникальность. Не всегда ваша энергия воспринимается как положительная, иногда она может быть слишком сильной для более спокойных знаков, таких как Рыба или Дева.
Научитесь деликатности, и вы увидите, как даже самые сложные отношения станут более гармоничными. Все люди уникальны. Важно помнить, что астрология – это не догма, а ориентир. Каждый человек имеет свою индивидуальность, свои особенности характера и опыт, которые влияют на взаимоотношения. Астрология показывает общие черты и тенденции, но всегда остается пространство для личных открытий. Овен должен быть готовым адаптироваться к каждому новому человеку, признавая, что даже с несовместимыми знаками можно построить крепкие и успешные отношения при должных усилиях и понимании. Огненные знаки как идеальные партнеры. Лев и Стрелец – это союзники для Овна, которые могут стать источником вдохновения. Эти знаки разделяют с вами страсть к жизни и любовь к движению вперед. Отношения с ними будут полны энергии, приключений и роста. Совместная динамика Овна с этими знаками создает атмосферу, где каждый чувствует себя на пике своих возможностей. Однако даже в этих идеальных союзах важно помнить о терпении и умении уступать, особенно когда оба партнера стремятся к лидерству. Воздушные знаки добавят легкости. Близнецы и Водолей – это те, кто добавит в вашу жизнь вдохновение, свежие идеи и творческий подход. Эти знаки способны привнести новизну и неожиданность в отношения. Овну будет интересно с ними, потому что они склонны к экспериментам и готовы к переменам. Однако от вас потребуется гибкость, чтобы не вступать в конфликты, когда воздушные знаки будут проявлять свою независимость. Важно помнить, что они ценят свободу, и это не должно восприниматься как угроза вашему лидерству. Водные знаки как уроки эмоций. Отношения с водными знаками, такими как рыбы и рак, могут стать настоящим испытанием для Овна. Эти знаки обладают глубоким эмоциональным миром, и их подход к жизни часто противоположен огненной природе Овна. Однако именно здесь кроется потенциал для вашего личного роста. Рыбы научат вас интуиции и мягкости, а рак – заботе и пониманию эмоций. Эти отношения могут быть сложными, но если вы научитесь принимать и уважать внутренний мир водных знаков, они станут для вас ценными партнерами. Земные знаки – стабильность и терпение. Телец, Дева и Козерог – это те, кто может предложить вам устойчивость и практическое мышление. Эти знаки учат Овна ценить стабильность и долгосрочные планы. Для вас, как для человека действия, это может показаться скучным, но земляные знаки могут стать вашим крепким тылом. Телец подарит вам чувство уверенности, Дева поможет организовать жизнь, а Козерог поддержит ваши амбиции. Однако отношения с ними потребуют от вас больше терпения и готовности к компромиссам, чтобы избежать конфликтов. Независимо от того, насколько гармоничны или сложны ваши отношения с тем или иным знаком зодиака, каждый человек, встречающийся на вашем пути, приносит с собой определенные уроки. Кармически все отношения – это возможность для вас развиваться, улучшать себя и свою жизнь. Неважно, насколько высока или низка совместимость, главное то, как вы сможете адаптироваться, учиться и раскрывать свой потенциал. Это поможет вам понять, что каждый партнер несет свою важную миссию в вашей жизни. Овен должен помнить о своих сильных сторонах. Ваша решительность, смелость и способность к действиям – это то, что помогает вам в любых отношениях. Но важно понимать, что иногда чрезмерная решительность может становиться препятствием. Внимание к потребностям других людей, готовность к компромиссу и умение слышать собеседника помогут вам не только сохранить свою индивидуальность, но и сделать отношения более гармоничными и продолжительными. Постоянное развитие этих навыков будет вашим ключом к успеху как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Марс – это планета энергии, агрессии и действия. Под его влиянием вы обладаете мощной внутренней силой, которая помогает вам двигаться вперед. Но Марс также требует от вас дисциплины и умения контролировать свои импульсы. Если вы научитесь направлять свою энергию на созидание, а не на разрушение, ваши отношения станут более гармоничными. Под влиянием Марса вы способны не только вдохновлять других, но и стать настоящим лидером в любых отношениях, что принесет вам чувство удовлетворения и успеха. Овну нужно научиться находить тонкий баланс между своей огненной энергией и вниманием к эмоциям других. Этот баланс будет ключевым фактором, влияющим на успех ваших отношений.
Партнеры могут восхищаться вашей силой и инициативой, но если вы будете проявлять также заботу и понимание, ваши отношения станут глубже и крепче. Используйте свою силу для создания гармонии, а не для доминирования, и тогда вы сможете выстроить долгосрочные и успешные союзы с любым знаком зодиака. Нумерология дает Овну дополнительные ключи к пониманию своих отношений. Ваше число – единица, символизирующая лидерство и независимость. Комбинации этого числа с числами других знаков могут подсказать вам, как строить отношения. Например, комбинация с числом 5, присущим Стрельцу, дает активное и энергичное партнерство, в то время как число 2, присущее Тельцу, требует работы над балансом и терпением. Понимание этих нумерологических комбинаций поможет вам лучше адаптироваться к партнеру. С точки зрения кармических законов, каждый человек, который входит в вашу жизнь, делает это не случайно. Все отношения несут в себе уроки, которые помогают вам расти и развиваться. Овен должен помнить, что даже самые сложные и противоречивые отношения – это возможность для личного роста и духовного развития. Иногда именно через конфликты и трудности мы учимся понимать себя и других лучше, что открывает новые горизонты для счастья и гармонии. Терпение и понимание как ключ к успеху. Овну часто не хватает терпения, особенно в отношениях с более спокойными или медлительными знаками. Однако именно терпение поможет вам создать прочные и долгосрочные связи. Учитесь быть более внимательными к деталям, понимать потребности вашего партнера и принимать его таким, какой он есть. Эти качества не только улучшат ваши личные отношения, но и помогут вам в карьере и других сферах жизни, где взаимодействие с людьми играет важную роль. Личные отношения – это всегда работа над собой. Для Овна важно не только развивать свои лидерские качества, но и учиться контролировать свои импульсы, быть более терпеливым и открытым к другим. Это поможет вам стать более гармоничным человеком, который не только вдохновляет других, но и сам находит радость и удовлетворение в отношениях. Чем больше вы работаете над собой, тем более успешными будут ваши союзы с другими знаками зодиака. Помните, что все астрологические прогнозы – это всего лишь ориентир. Ваша жизнь и ваши отношения зависят только от вас и ваших действий. Астрология может подсказать вам, на что обратить внимание, где могут быть трудности и как их преодолеть, но конечный результат всегда в ваших руках. Будьте внимательны к себе и своим партнерам, и вы сможете создать свою судьбу, наполненную счастьем и успехом. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравился наш разбор совместимости Овна с другими знаками зодиака, подписывайтесь на канал Астрология Мудрости, ставьте лайк и делитесь своими комментариями. Если это видео наберет 6000 лайков, мы подготовим для вас еще более интересный выпуск о том, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха. Ваша активность и поддержка вдохновляют нас делать еще больше. Продолжение следует.